Господин президент, прежде чем я вас отпущу, хочу попросить вас рассказать о том, что происходит в России сейчас. В конце концов, мне кажется, у вас есть проблема, потому что за последние 5 лет сокращаются реальные доходы и сокращается покупательная сила граждан, и 10% ВВП зависит от Арктики, а там тает вечная мерзлота. То есть есть серьезные экономические сложности, есть и структурные сложности в экономике, связанные с нефтегазовым сектором. Вы также на протяжении последних лет много об этом говорили. Рональд Рейган сказал, что свобода проистекает из процветания. И когда вы думаете об этом, применительно к современной демократии в России, в прошлом вы говорили о том, что Россия еще не готова к полноценной демократии. На каком этапе, по вашему мнению, вы находитесь сейчас? На каком этапе в России? Во-первых, я не помню, когда я говорил, что Россия не готова к полноценной демократии. Просто демократия понимается по-разному. Свобода слова, свобода вероисповедания, свобода организаций, проведения массовых мероприятий на улицах и так далее. Вот когда в Европе, да и в Штатах разгоняют различные массовые мероприятия с помощью резиновых пуль и слезоточивого газа, это свобода или нет? Кто-то это не очень... Да, вы правильно сейчас вот так сделали. Это не очень похоже на свободу. Значит, свобода и демократия, они не могут быть не связаны с культурой и традициями определенного народа. Вот Соединенные Штаты влезли в Афганистан, не считаясь с традициями и культурой и историей афганского народа. Результат какой? Трагический. Опасность роста терроризма колоссальная. Распространение терроризма по региону и по миру возросла. Вот результат. Результат того, что не посчитались в свое время с реалиями этой страны. То же самое это касается любой страны, и России. Если мы говорим о развитии демократии в России, мы должны исходить из ее культуры, из ее традиций. В том числе, скажем, традиции парламентаризма. Свыше 100 лет истории парламентаризма в России. У нас новая партия появилась в парламенте, новая фракция появилась в парламенте. Все так же, как и в энергетике, а здесь особенно, должно развиваться стабильно, спокойно, без всяких выбросов негативной эмоции. Понимаете, все должно гарантировать интересы людей. И политическая система России тоже так же стабильно развивается. Для того, чтобы не допустить еще какую-нибудь революцию. Мы лимит свой на революции исчерпали. Нам нужна стабильная, спокойная обстановка, гарантирующая права и интересы граждан России и стабильное развитие экономики, социальной сферы. Вот мы по этому пути, слава богу, сегодня идем и надеюсь, что будем идти дальше. Переживания по поводу того, что демократия в России умерла, сильно преувеличены. Как сказал когда-то Марк Твен в ответ на слухи о его смерти. Все, не беспокойтесь за нас, подумайте лучше о себе, о том, что у вас там происходит. Вот мне кажется, что парламентаризм в Европе страдает сегодня большими проблемами. Посмотрите на традиционные, сказать, парламентские страны, что там происходит, как формируется там власть. Сколько там вопросов, связанных с коррупцией. В тех же Штатах это лоббизм. Что такое лоббизм? Ну что такое официальный лоббизм в США? Это легализованная коррупция. Вот что это такое. Ну что, непонятно, что ли? Понятно всем. Все помалкивают. А что такое непрямое избрание президента в Соединенных Штатах? Которое приводит к тому, что у власти оказывается, и так было уже трижды, по-моему, в истории Соединенных Штатов, когда у власти оказываются люди, за которых проголосовало меньшее количество избирателей. Я сейчас не буду говорить о других сопоставимых вещах. Есть ли у нас какие-то изъяны? Есть. Но это не значит, что у нас их больше, чем у вас. Я думаю, что даже меньше. Значит, теперь по поводу экономики. Да, у нас есть проблемы в экономике. Да, конечно, у нас, так же, как и во всем мире, упали доходы населения. Мы очень переживаем на этот счет. И выстраиваем свою работу таким образом, чтобы, достигая темпов экономического роста и качества этого роста, чтобы это все привело к
к росту доходов населения. Мы пока... Это процесс сложный, требующий многого времени, большого внимания, административных и финансовых ресурсов. Но пока вот мы не достигаем общего результата, понимая, где и что происходит, где люди нуждаются, особенно в поддержке государства, мы это делаем целевым образом, обеспечивая дополнительные доходы семей с детьми, пожилых граждан. Мы это все делаем точечно и достаточно эффективно. Да, у нас инфляция, к сожалению, подросла 7 с лишним процентов. Вот констатировали 7,5, по-моему. Это много больше, чем мы ожидали. Но вы же сами об этом только недавно сказали. Все банки в мире, кто-то из участников, печатают деньги, как фантики. Да? Да, наш нет. Я вчера только встречался с представителем Центрального банка России, и мы говорили о нашей финансовой политике. Наш нет, наш этого не делает. Но мы часть мировой системы. Значит, у нас больше даже, чем на 7,5% подросли цены на продовольствие. Да мы это знаем. Но цены на продовольствие в мире насколько подросли? В мире. В силу разных обстоятельств, в том числе в результате того, что происходит на мировых рынках энергоресурсов. Да, мы часть системы. У нас есть и свои проблемы. Мы над ними работаем. Уверен, что при поддержке граждан Российской Федерации мы эти проблемы, безусловно, решим. Господин президент, в то же время для России по-прежнему серьезные проблемы представляет коррупция. Вы по индексу коррупции находитесь на 129 месте из 180. Вы говорили о ельцинских олигархах, которые воспользовались распадом Союза, но по-прежнему коррупция процветает там, где нарушаются права человека. С вашей точки зрения, в том, что касается ситуации с правами человека в России, нормально ли, что сталкиваются с такими проблемами журналисты, например, лауреат Нобелевской премии мира, россиянин, получивший ее, опасается, что он может стать жертвой преследования? Вы считаете, нормально? Я считаю, что ненормально, когда преследуют журналистов. Кстати говоря, если мы возьмем количество погибших журналистов, количество пострадавших журналистов по миру, посмотрите, где и что происходит в мире. Россия, к сожалению, не единственная страна, где это происходит. И это, конечно, результат внутреннего развития страны и ее демократических процессов. Совершенно очевидно. Но я, знаете, с трудом найду страны, в которых средства массовой информации фактически финансируются из государственных источников и занимают такую непримиримую позицию к властям, как у нас. Что мне трудно представить. «Газпром» финансирует одну из наших радиостанций. «Газпром». Она занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй имеет там иностранный паспорт либо вид на жительство. Работает, ничего, все в порядке. Конечно, когда журналисты переходят определенные границы, конечно, когда они вступают в зону риска, они рискуют. Да, наша задача защитить их. К сожалению, мы не всегда с этим справляемся. Это правда.